Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Захотелось зелени, захотелось яркого. Собрала тюлевые обрезки в зелено-голубых цветах, а также бежевые, белые, розовые навряд ли сюда пойдут. Скорее всего, я их не буду использовать. Также в дело пойдут вот эти обрезки ниток. Делали с ребятишками куклы-обереги. И обрезки не выбросили, часть их я уже использовала в одной из работ. Для сегодняшней работы взяла фланель размером 40 на 44 и тонкий использованный синтепон из какой-то куртки. И на синтепон начинаю накладывать лоскутики. Начинаю делать настил из бело-голубых тканей. Девочки, у меня это в основном органза, но понятно, что могут быть и любые другие ткани. Вот как, например, этот у меня какой-то шелк. Меня часто спрашивают, где я беру тюль. Девочки, мне отдали знакомые из ателье, но вы можете зайти в любое ателье, где шьют шторы, и попросить, они с удовольствием отдадут. Также я иногда посещаю магазины шторных тканей. У них есть небольшие обрезки, бывают. И за небольшие деньги можно что-то выбрать для себя. Вот такой настил. Можно добавить вот такой бледно-розовый, чтобы был потолще слой. Органза, она тонкая. Почему я настил делаю из белой ткани? Просто у меня ее много. В нижней части я буду выкладывать бежевые лоскутики. Я не разглаживаю ткани, в этом нет необходимости. Вот так вот, пусть будет так живенько, пусть будут неровности. Дальше я продолжаю выкладывать зеленым цветом. Вот этот неестественно зеленый, я его положила вниз, он будет как фон. А дальше зеленые обрезки разных оттенков. И чем больше этих оттенков, тем будет интереснее. И немножко можно покрошить. Набросала мелкие обрезки ниток. А вот эти длинные я сделаю покороче. И тоже таким образом набрасываю в хаотичном порядке. Разрезаю вот эти спутанные нитки и тоже их набросаю. Вот такой хаос у нас получился. На выложенную зелень добавлю цвета. Мелко нарезаю ниточки на всю полянку. Вот такие яркие пятнышки у нас получаются. И вот теперь, когда все меня устраивает, я накрываю органзой. Органза достаточно плотная, сильно приглушает цвет, но мне нужен фон. Дальше накрываю все влажной тканью и пропариваю горячим утюгом. Утюгом я не вожу, я его только переставляю. Никаких клеевых я здесь не использую. Мне достаточно примять то, что я выложила. Ну вот, после того, как я пропарила, стало более четко все видно. И мне надо теперь все это сколоть. Скалывать буду часто. Сколотое полотно под машинку на стежку. Первое, что я сделаю, я прошью все по периметру. Ну, а то, что внутри, пусть оно смещается, далеко не убежит.
Хочу показать вам самую легкую стежку. Это на прямострочной машинке. Первую строчку я прокладываю посередине полотна. Затем каждую половинку я делю еще раз пополам и так далее. Строчки прокладываю не строгие, а свободные, слегка волнистые. На этой половине ширина между строчками где-то сантиметр, больше сантиметра немного. А здесь я уплотнила между каждыми строчками вот этими, проложила еще, и получилась вот такая вот плотная стежка. И чем чаще строчки, тем плотнее получается полотно. Наверное, вот камера это передает. Все зависит от вашего желания. Вчера я прострочила вот такое полотно. Сидела просто, баловалась. Такие вот неровные клеточки. С изнанки это лучше видно. И полотно оно такое, расстояние между строчками здесь больше сантиметра. Где-то сантиметр, где-то больше сантиметра. И полотно получается легче, мягче. Голубой фон я простегала горизонтальными закругленными линиями. У меня есть кусочки органзы вот с такими маками. Я решила их настрочить на эту заготовку. На зеленом фоне они будут прекрасно смотреться. Ну вот, я пристрочила первый цветок. Стебель отстрочила мелким зигзагом зелеными нитками. Цветок тоже мелким зигзагом красными нитками шелковыми. Лепестки обшила в несколько строчек черными нитками, прямой строчкой. И здесь тоже прямая строчка зелеными нитками, самая серединка. И сейчас мне надо срезать лишнюю органзу. Я это сделаю в самый край стежка. Так аккуратненько. Вот я срезала органзу, и сейчас буду пришивать второй цветок. Найду ему хорошее расположение, чтобы гармонично смотрелось. Такими же стежками. Вот, девочки, пришила я второй мак. И я его сдвинула правее с тем расчетом, чтобы здесь поместить еще третий. Ну, вот из каких-то таких суеверных соображений. Ну, подошел домашний советчик и сказал, что это будет перебор. И, в общем, я с ним согласна. И изначально у меня было в планах только 2. Ну, вот на этом я решила остановиться. Девочки, вот эта органза очень так легко и быстро снимается. Я думала, что мне долго придется с этим возиться. Как оказалось, что это все очень просто. Я хочу показать вам, как здесь смотрелся бы третий мак. И не будет ли он здесь лишним. Мне хочется узнать ваше мнение. Еще не поздно, я его могу пришить. Ну, а так, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, и, конечно, ваши комментарии. Я их с удовольствием читаю, я очень благодарна за ваши отзывы, за ваши добрые комментарии. Я всегда их жду с нетерпением. И на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.